Всем привет, друзья! Сегодня поделимся с вами рецептом домашней соленой карамели, а также максимально подробным процессом ее приготовления. Это лакомство станет прекрасным дополнением к чаю или может использоваться как начинка в торт, капкейки, заправка к блинчикам и к любой выпечке. А если добавить в нее обжаренный арахис, то получится карамель точно как в сникерсе. Сейчас мы научим вас готовить домашнюю соленую карамель и поможем избежать ошибок в ее приготовлении. Нам понадобится 230 грамм сахара, 230 грамм горячих сливок жирностью 33%, 65 грамм сливочного масла жирностью 82%, 6,5 грамм соли, около 100 грамм воды и 1 столовая ложка глюкозного сиропа. Использование глюкозного сиропа не обязательно, оно по желанию. В кастрюльку с толстым дном добавили 230 грамм сахара. Воду наливаем на глаз, так чтобы лишь слегка сахар покрыло водой. Количество воды в граммах не принципиально, так как она все равно испарится и нужна лишь для того, чтобы сахар легче растворялся. Есть способы варки карамели и без воды, но в таком случае сахар намного дольше растворяется, процесс варки карамели растягивается и есть вероятность того, что останутся комочки нерастворившегося сахара. Данный способ варки нам нравится больше и мы хотим им с вами поделиться. На данном этапе мы кладем еще столовую ложку глюкозного сиропа. Купить его можно в любом кондитерском магазине. На самом деле этот ингредиент не так важен, если вы готовите дома для себя. Но если вы кондитер и готовите для клиента, то лучше использовать данный сироп. Он предотвращает засахаривание карамели и продлевает срок хранения. Очень важно в приготовлении карамели это кастрюлька с толстым дном. Если использовать посуду с тонким дном, то сахар будет быстро гореть. Вообще, если вдруг у вас не получается сделать карамель и вы пробуете рецепт за рецептом и выход всегда неудачный, попробуйте просто сменить посуду, в которой вы готовите. Возможно, причина неудач именно в ней. Сразу мы ставим на максимальную температуру, ждем пока немного покипит и сбрасываем на средний огонь. Готовим мы на индукционной плите. Кстати, на газовой плите дома карамель было готовить проще, так как на газу стенки кастрюльки также нагреваются, что позволяет избежать налипшего сахара. А на индукционной плите нагревается только нижняя поверхность кастрюли. И бывает, что растворившийся сахар начинает прилипать к стенкам ненагретой поверхности кастрюльки. Поэтому, если у вас газовая плита, результат должен получиться лучше. Сейчас покажем, как в процессе кипения изменяется плотность пузырьков. В самом начале мы будем видеть быстро бурлящие мелкие пузыри, но по мере выкипания воды пузыри становятся более плотные, крупные и медленно бурлящие. Как только масса начинает приобретать золотистый оттенок, ее можно немного перемешать, так как с одной стороны кастрюли сахар может карамелизироваться быстрее. До этого момента кипящую массу лучше не трогать. Если вы будете мешать раньше, то это может вызвать засахаривание карамели. Для перемешивания лучше использовать силиконовую лопатку. С ней, на наш взгляд, работать намного удобнее. И тут наступает важный момент. Нельзя дать перегреться сахару, так как если передержать на таком этапе и начнет образовываться дым, то карамель получится горьковатой. Но и не додержать тоже плохо, так как в таком случае у вас получится карамель с ненасыщенным вкусом. И именно от данного этапа в приготовлении и будет зависеть исходный цвет карамели. На картинках изображена уже готовая карамель. Вот такого цвета у нас карамель перед тем, как добавить масло. Температура масла не важна, можно использовать как комнатной температуры, так и сразу из холодильника. Теперь все время мешаем, пока масло не растопится. Вносим очень горячие, почти кипящие сливки жирностью 33%. Сливки добавляем постепенно. Сейчас нужно быть очень аккуратным, так как легко обжечься из-за активного кипения. Безопаснее на данном этапе одеть рукавичку. Кастрюлю, кстати, лучше использовать не маленького размера, именно из-за бурления сливок.
Сейчас вносим соль и уменьшаем огонь на минимальный. И еще нужно, чтобы карамель немного покипела, буквально 2-3 минуты. Чем большую партию карамели вы делаете, тем дольше нужно, чтобы она уварилась на данном этапе. От этого процесса будет зависеть густота готовой карамели. Если уварить мало, то карамель получится жидкой, а если сильно, то может получиться даже консистенция ириски. Но нужно помнить, что когда карамель горячая, она будет жидкой, но после остывания в холодильнике она густеет. Температура готовой карамели 107 градусов. Измерять лучше погружным градусником. Как только градусник показал данную температуру, сразу отключаем нагрев плиты. На данном этапе можно пробить карамель погружным блендером и затем процедить через сито. Так вы будете точно уверены в том, что никаких крупинок не осталось. Пока масса горячая, разливаем ее по баночкам и даем остыть. На видео карамель у нас комнатной температуры. Вот такая она должна быть однородная и эластичная. После охлаждения в холодильнике она еще немного загустеет. Хранится такая карамель до месяца в холодильнике. Обязательно приготовьте это невероятное вкусное лакомство. А мы желаем вам удачи. Надеемся, наше видео было полезным и поможет добиться хорошего результата в приготовлении. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал и делитесь своими результатами в комментариях. А мы, как всегда, будем вам отвечать и поможем советам каждому, если вдруг у вас что-то не получилось. С вами были сестры. До новых встреч в новых роликах. Пока-пока!